Раз, два, три. Страна в мире... Ой-ой-ой. Еще раз. Да, блядь, у тебя, блин, пятки неправильные. Главное, платье не поднять. Да, главное. Илюха, раздевайся. За деньги, да. За деньги нет. Илья? Акуна! Матата. Ребята, всем привет! Я рад приветствовать вас в новом выпуске шоу «Без слов». Сегодня у меня такая прекрасная папочка и новые участники прямиком из Якутии. Помимо них рядом со мной есть мой рефери Илья, который будет следить за правилами нашего шоу. Ну а мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, давайте познакомимся с нашими сегодняшними участниками. Справа от меня великолепная Сандра, блогер из Якутии. Слева ее друг-резидент нашей студии Inside People, Гавр. Наш первый раунд будет состоять из того, что нужно будет угадать слова, которые я вам скажу. При этом у вас будет заглушено все музыкой, и вы должны будете с помощью губ друг другу объяснить, что это за слово. У вас на это про все есть всего лишь минута, либо же последует очень необычное, наверное, наказание, о котором даже Илюха еще не знает. Если вы сейчас случайно затупите и начнете говорить, либо жестикулировать, это сразу проигрыш. Кто будет первый? Можете поиграть там в какую-то игру. Мужской, да. Морской бой? В Якутии у них каменная бумага называется морской бой, все нормально. Раз, два, три. Держи. Итак, смотри, тебе нужно будет выбрать сейчас одно слово. Назови любую цифру от 1 до 5. 3. 3. Отлично. Итак. Поехали. Джентльмены. Отлично. Все, конец. Мы объяснили в начале этого задания, что если ты покажешь жестикуляцию, либо используешь голос... вообще без сразу звука проигрыш. должно быть, да? Да, к сожалению. Если вы сейчас случайно затупите и начнете говорить, это сразу проигрыш. Наше наказание очень простое. Мы сейчас с Ильей возьмем эту скакалочку и как в детстве возьмем ее за два конца и будем вот так ее крутить. Помнишь, как это делают, когда девочка прыгает через скакалочки? Нет, я так делал в 19 лет, чтобы было все видно. Отлично. Ты прыгаешь до тех пор, пока отвечаешь на 3 вопроса, которые я тебе задаю. Чем быстрее ответишь, тем быстрее закончатся эти прыжки. На центральную, пожалуйста, позицию. Раз, два, три. Страна в мире... Ой-ой-ой. Еще раз. Да, блядь, у тебя, блин, пятки неправильные. Так, раз, два, три, поехали. Страна в мире... Да ё-мо. Друзья, как вы видите, у нас небольшая проблема с тем, чтобы мы ему помогли попрыгать, поэтому прыгать он будет сам. Страна в мире, куда ты не хочешь отправиться в путешествие. Италия. Что тебя привлекает больше, светлое или темное? Светлые. Нефильтрованная. Гавар, как ты справляешься со стрессом? Сейчас просто стресс конкретный, Ты кажется. справляешься со стрессом в данный момент? Я не могу, девочки, у меня стресс. Со школьных времен не люблю физкультуру. Поэтому, когда я стрессую, я... Я ем. Отлично. Итак, мы переходим от наказания к продолжению. Теперь Гавар будет отгадывать. Сандра, какое у нас получается слово от 1 до 5, кроме 3? 5. 5, отлично. Сейчас тебе скажу на ушко слово. Включаем трек. Гавар, он уже кайфует. Мыс. Пылесос. Мыс. Пыс. Пыс. Показывай нормально. Пыс-пыс. Ми. Пы. Пы. Пи. Пи. Пилорама. Пикала. Пи. А что это было? Пираты. Наказание у нас то же самое. Сандра будет прыгать на скакалке. Я задаю 3 вопроса, отвечай максимально быстро. Главное, платье не поднять. Да, главное. Раз, два, три, поехали. Кто для тебя... Раз, два, три. Кто... Да, блин, я понял. Прыгайте сами, на, держи. Кто для тебя является источником вдохновения? Путешествие. Что ты предпочитаешь, жить в большом городе или на природе? На природе. Если бы тебе пришлось потерять одно из 5 чувств, что бы ты выбрала? Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Обоняние. Отлично. А если муж пришел пьяный, как ты определишь? Итак, ребята, мы переходим ко второму раунду. У нас очень интересное задание, нам придется рисовать. Мы рисовать будем на Илье, кто уже знает, кто смотрит наше шоу. В этой коробочке у нас есть 3 варианта. Это на руке, на ноге, либо на спине. То есть вы по очереди вытаскиваете рандомно, вам что-то попадается, и мы там рисуем. Ваша задача также за минуту отгадать, кто кому что рисует. Давай начинай. Выбирай одну из бумажечек. Спина. Спина. Нифига тебе. Илюха, раздевайся. За деньги, да. За деньги деньги. нет. Ну что, сейчас я скажу, что ты будешь рисовать, и поехали. Это такое выражение есть. Чего, блядь? Раз, два, три. Поехали. Земля, нога, земля, Эти слова там есть, еще докручивай. огонь. Да, вот соединяй, все эти слова есть. Выражение. Земля, огонь, ноги. Земля. Время кончилось. Нет.
Нет? Да? Да? Есть такое выражение, земля горит под ногами. Я не слышала такое. Да? Я тоже. Гавр знает, кстати. Ребята, мы оставим это задание как выполненное, очень потому что классно было большинство слов угаданных с моей помощью в этом задании. Переходим к Сандре. Посмотрим, что она сможет нарисовать. Но перед этим нам нужно выбрать, где же мы рисуем. На руке или на ноге? Илья? Итак, Сандра, давай, выбирай одну из двух карточек последних, которые остались у Ильи. Вытаскивай. Что там? Рука. Рука. Слава богу. Отлично. Вечер в хату арестанты. Знаю. Раз, два, три, поехали, переворачивай. Волосатая нога. Что на ноге есть, помимо ноги? На топ. Похоже есть слова. Пятка. Что-то с пяткой, что-то пятка делает. Осталось. Пятка горит. Горит пятка. Ну почти, смотри, Сандра уже паникует вовсю. Давай. Сияет пятка. А, пятка. Давай, ты знаешь. Пятка ответ. сияет. Еще одна попытка, если не говоришь, наказание. Одно слово, один глагол. Молчать всем. Пятка блестит. Все неправильно. Сверкаю. Есть популярное выражение «пятки сверкают». Ребят, если вы этого не знаете, загуглите, такая фраза есть. А мы переходим к наказанию Сандры. Теперь до конца шоу Сандра будет произносить, точнее делать кое-что по команде Ири. Когда он говорит «акуна», ты говоришь «матата» и разок хрюкаешь. Илья сам выбирает, когда сказать «акуна». Все, ребята, мы продолжаем и переходим к третьему раунду. Поехали.